Приветствую всех любителей тайны загадок. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по Египту, но не будем останавливаться только на известных фактах. Вместе с вами мы не только погрузимся в историю фараонов и восхитимся великолепием древних пирамид, но и рассмотрим гипотезы, которые ставят под сомнение привычное нам представление о прошлом. А что, если пирамиды на самом деле были построены не людьми? Задумывались ли вы когда-нибудь, что такие грандиозные сооружения, как Великая пирамида Хеопса, могли быть созданы с использованием технологий, которых у древних египтян просто не могло быть? В этом видео мы не только исследуем теорию о внеземном происхождении пирамид, но и поговорим о других загадках Египта, от поразительной точности в строительстве до мифов, связывающих древних богов с космосом. Оставайтесь с нами, ведь в конце вас ждет шокирующий вывод, который поможет изменить ваше представление о Древнем Египте и его наследии. Когда мы говорим о Египте, первое, что приходит на ум, это, конечно же, пирамиды Гизы, Сфинкс и река Нил. Но знаете ли вы, что в Египте есть пустыня, где можно увидеть поющие пески? Или что один из древнейших городов мира, Каир, до сих пор остается центром культурной и политической жизни страны? Вы узнаете о том, как Египет пережил множество завоеваний, революций и преобразований, но сохранил свою уникальную идентичность. И, конечно же, мы не оставим без внимания традиции египетского народа, его культуру, быт, которые до сих пор поражают своей неповторимостью и колоритом. Египет – страна контрастов, где современный мегаполис Каир соседствует с древними руинами, а роскошные курорты на берегу Красного моря с необитаемыми пустынями. Здесь можно встретить не только следы великих цивилизаций, но и ощутить дух современной эпохи, полной динамики и энергии. В нашем путешествии мы рассмотрим все аспекты жизни в Египте, начиная с его географического положения и заканчивая будущими перспективами страны. Говоря о Египте, невозможно не упомянуть его уникальное географическое положение. Эта страна расположена на северо-востоке Африки, а Синайский полуостров соединяет ее с Азией. Египет омывается Средиземным морем на севере и Красным морем на востоке, что делает его стратегически важным для торговли и транспорта. Климат Египта разнообразен. На севере страны преобладает средиземноморский климат с мягкими зимами и жарким летом, тогда как южные регионы покрыты бескрайними пустынями и экстремальными температурами. Население Египта составляет более 100 миллионов человек, что делает его самым густонаселенным государством на Ближнем Востоке и в Африке. Столица страны Каир является не только крупнейшим городом Египта, но одним из самых крупных городов Африки и Ближнего Востока. История Египта насчитывает более 5000 лет, и на протяжении этого времени страна пережила множество ключевых событий. Древний Египет был одной из первых великих цивилизаций мира, оставившей после себя множество памятников архитектуры, искусства и письменности. Здесь появились первые пирамиды, развивалась наука, искусство, религия. Египетские фараоны, такие как Тутанхамон, Рамзес II и Хеопс, стали символами власти и величия. Но Египет – это не только древность. В средние века страна была частью исламского халифата и в XIX веке стала британской колонией. В 20 веке Египет пережил революцию, обрел независимость и превратился в важного игрока на мировой арене. Культура и традиции Египта уникальны и разнообразны. Египтяне очень гордятся своей историей и культурным наследием. Одним из важнейших элементов египетской культуры является религия. Большинство населения исповедует ислам, но здесь также живут крестьяне, копты, чья история насчитывает тысячи лет. В Египте чтут традиции гостеприимства, и туристы здесь всегда могут рассчитывать на теплый прием. Национальные праздники, такие как Курбан-Байрам и Рамадан, отмечаются с большим размахом. И участие в этих праздниках – уникальная возможность погрузиться в культуру страны. Также стоит отметить, что Египет – это рай для любителей кухни. Здесь вы сможете попробовать разнообразные блюда, такие как фалафель, кебаб, куфте и, конечно же, знаменитый египетский хлеб. Но давайте не будем забывать о шокирующих фактах, которые могут удивить даже самых опытных путешественников. Например, знаете ли вы, что в Египте до сих пор существуют города-признаки, заброшенные из-за природных катаклизмов или экономических кризисов? Или что на территории страны находится одно из самых больших кладбищ в мире, где живут тысячи людей? А как насчет того, что Каир – один из самых загрязненных городов планеты, где смог настолько густой, что иногда скрывает солнце на несколько дней? Итак, погрузимся в историю Египта. Древний Египет был одной из первых великих цивилизаций мира, и его история насчитывает более 5000 лет. Первые цивилизации начали возникать вдоль реки Нил примерно в 3100 году до нашей эры. Эта река была источником жизни для древних египтян, обеспечивая их водой,
плодородными землями и транспортными путями. Первые фараоны объединили Верхний и Нижний Египет, создав единое государство, которое просуществовало несколько тысячелетий. Одним из самых известных фараонов был Тутанхамон, который правил Египтом в XIV веке до нашей эры. Его гробница, обнаруженная в 1922 году, стала одной из самых великих археологических находок всех времен. В гробнице были найдены тысячи предметов, включая золотую маску фараона, которая стала символом Древнего Египта. Интересно, что несмотря на все эти сокровища, Тутанхамон умер в возрасте всего 19 лет, и причины его смерти до сих пор остаются загадкой. Однако Древний Египет был не только страной фараонов и пирамид. Это была цивилизация, которая достигла великих высот в науке, медицине, архитектуре и искусстве. Египтяне первыми начали использовать математические знания для строительства пирамид и храмов, разработали первые системы письменности, иероглифы и создали одну из первых медицинских систем в мире. Их знания и достижения повлияли на многие другие цивилизации, такие как древние греки и римляне. В средние века Египет стал частью исламского халифата и превратился в центр исламской культуры и науки. В Каире были построены величественные мечети и библиотеки, а город стал одним из крупнейших культурных и торговых центров мира. Египетское общество было очень разнообразным и включало в себя людей разных национальностей и религий. Однако в XIX веке Египет попал под контроль Великобритании, что привело к колонизации страны. Британцы использовали Египет в своих интересах, эксплуатируя его ресурсы и население. Это вызвало недовольство среди египтян и привело к национально-освободительному движению, которое завершилось революцией 1952 года. Египет обрел независимость и стал важным игроком на мировой арене. Культура и традиции Египта очень разнообразны и интересны. Египетская кухня – это смесь арабской, средиземноморской и африканской кулинарных традиций. В стране популярны блюда из бобов, мяса, рыбы и овощей, приготовленные с использованием различных специй и приправ. Одной из самых известных египетских блюд является фалафель – жареные шарики из молотого нута или бобов, которые подаются с лепешками или овощами. Также стоит попробовать куфте – кебаб из фарша, который готовят на гриле. Египетский хлеб, известный как айш-балади, является основным продуктом питания для большинства населения и подается практически к каждому блюду. Египетские праздники и фестивали также заслуживают внимания. Один из самых важных праздников в стране – Рамадан – месяц поста, который соблюдают мусульмане. Во время Рамадана египтяне соблюдают пост от восхода до заката солнца, а после захода солнца устраивают праздничные ужины, на которые приглашают семью и друзей. В конце Рамадана наступает праздник Курбан-Байрам, который отмечается жертвоприношением животных и раздачей мяса бедным. Что касается путешествий в Египет, лучшее время для посещения страны – это осень и весна, когда температура не слишком высокая и можно комфортно наслаждаться осмотром достопримечательностей. Важно помнить, что Египет – мусульманская страна, поэтому туристам следует уважать местные традиции и обычаи, особенно во время религиозных праздников. Для граждан Российской Федерации необходима виза для въезда в Египет, которую можно оформить заранее или по прибытию в аэропорт. Стоимость визы составляет около $25. Безопасность в Египте – это очень важный вопрос для туристов. Несмотря на то, что большинство туристических районов страны считаются безопасными, всегда стоит быть внимательным и следовать основным правилам безопасности. Например, избегайте прогулок в одиночку в ночное время, будьте осторожны с незнакомцами и всегда держите при себе копии важных документов. Также рекомендуется пить только бутилированную воду и избегать уличной еды, чтобы избежать пищевых отравлений. Египетская валюта – египетский фунт. И лучше брать с собой доллары или евро, которые легко можно обменять на местные деньги в обменных пунктах. Еще существуют P2P-обменники, в которых вы можете поменять рубли или крипту на местную валюту. Проверенные обменники вы можете найти в нашем чате по ссылке в описании. Также в чате помогут с поиском жилья и арендой транспорта. Что касается общественного транспорта, в Египте можно встретить как современные автобусы и метро, так и традиционные маршрутки и тук-туки. В крупных городах, таких как Каир и Александрия, действуют метро и автобусные маршруты, а в курортных зонах популярны такси и арендованные автомобили. Для путешествия по пустыне можно воспользоваться верблюдами, что станет незабываемым опытом для любого туриста.
Теория о внеземном происхождении пирамид, особенно Великой пирамиды Хеопса в Гизе, на протяжении десятилетий привлекает внимание конспирологов, исследователей и любителей загадок. Эта гипотеза утверждает, что древние египтяне, будучи неспособными самостоятельно построить такие сложные сооружения, получили помощь от высокоразвитой цивилизации, возможно, инопланетной. Рассмотрим, как возникла эта теория, на чем она основана и почему она продолжает вызывать интерес даже в наше время. Идея о том, что пирамиды могли быть построены с помощью внеземных технологий, берет свое начало в середине 20 века, когда археологи и инженеры начали более тщательно исследовать структуру и конструкцию пирамид. Удивительная точность в геометрии пирамид, невероятно сложная инженерия и размеры сооружений заставили некоторых исследователей задуматься, как древние египтяне могли создать такие сооружения без современных инструментов и технологий. Особенно интересен факт, что пирамида Хеопса ориентирована с поразительной точностью по сторонам света. Ошибка в ориентации составляет менее 0,1 градуса, что вызывает восхищение даже среди современных ученых. Некоторые приверженцы теории внеземного происхождения утверждают, что такая точность была бы невозможна без помощи цивилизации, обладающей продвинутыми знаниями в области астрономии и геометрии. Строительство пирамиды Хеопса в Гизе, завершенное около 4500 лет назад, продолжает оставаться одной из самых больших загадок археологии. Пирамида состоит из примерно 2 300 000 блоков камня, каждый из которых весит от 2,5 до 15 тонн. Как древние египтяне могли перевозить и поднимать такие огромные камни на высоту более 140 метров? Некоторые исследователи полагают, что это было бы невозможно без использования современных машин или, возможно, антигравитационных технологий, которые древние люди, по мнению сторонников теории, не могли иметь. Существует мнение, что египтяне использовали невиданные для нас технологии, которые были переданы им внеземными существами. Еще один аргумент в пользу теории внеземного происхождения пирамид – это связь пирамид с астрономическими объектами. Например, расположение 3 пирамид в Гизе точно соответствует расположению звезд в поясе Ориона. Это соответствие настолько точное, что вызывает подозрение о том, что пирамиды могли быть созданы как часть грандиозного космического проекта. Некоторые исследования также указывают на тот факт, что мифология Древнего Египта содержит многочисленные упоминания о богах, которые пришли с неба. Например, боги Ра и Осирис ассоциировались с Солнцем и звездным небом, и их изображения часто можно было увидеть на стенах древнеегипетских храмов. Эти боги могли быть не просто мифологическими фигурами, а реальными существами, прибывшими на Землю из космоса и передававшими свои знания людям. Современные ученые до сих пор не могут дать однозначного ответа на вопрос, как древние египтяне создавали такие сложные инженерные сооружения. Например, некоторые каменные блоки пирамид настолько точно подогнаны друг к другу, что между ними невозможно просунуть даже лезвие ножа. Для такой точности требуется инструмент, сравнимый с лазерной резкой, которой, как предполагается, у древних людей не было. Еще один пример – гранитные саркофаги, найденные в пирамиде Хеопса и других усыпальницах. Эти саркофаги были вырезаны из цельных кусков гранита с невероятной точностью и полированы до блеска. Даже с использованием современных инструментов, такие как алмазные пилы и лазерные резаки, такие работы были бы чрезвычайно сложными. Вопрос, как древние египтяне достигли такого уровня мастерства, остается без ответа. Еще одной загадкой, связанной с теориями о внеземном происхождении пирамид, являются древние артефакты и рисунки, найденные в Египте. На некоторых из них можно увидеть объекты, напоминающие современные летательные аппараты. Например, в храме в Абидосе были обнаружены изображения, которые некоторые интерпретируют как вертолеты, самолеты и даже подводные лодки. Эти изображения вызывают вопросы о том, откуда древние египтяне могли знать о таких устройствах, если они не имели контактов с более развитыми цивилизациями. Разумеется, теория о внеземном происхождении пирамид встречает много скептицизма среди ученых и археологов. Они утверждают, что пирамиды – результат колоссального труда тысяч людей, использовавших простейшие инструменты, такие как рычаги, деревянные сани и веревки. Также существует мнение, что древние египтяне обладали глубокими знаниями в области геометрии и астрономии, что и позволило им достичь таких успехов в строительстве. Многие из аргументов, приводимых сторонниками теории внеземного происхождения, можно объяснить без привлечения гипотез о пришельцах.
Например, точная ориентация пирамид по сторонам света могла быть достигнута благодаря наблюдениям за звездами и Солнцем. Сложная подгонка каменных блоков – результат многолетней практики и мастерства египетских каменщиков. Теория об внеземном происхождении пирамид остается одной из самых популярных и загадочных гипотез, связанных с Древним Египтом. Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, она продолжает привлекать внимание как ученых, так и любителей мистики и конспирологии. Возможно, истина о строительстве пирамид остается где-то посередине. Это было выдающееся достижение человеческой инженерии, но не исключено, что древние египтяне обладали знаниями, которые нам только предстоит открыть. Пирамиды Гизы, а особенно Великая пирамида Хеопса, продолжают вызывать восхищение и удивление. Они стоят как символ загадок древнего мира, и каждый новый взгляд на них открывает еще больше вопросов. Независимо от того, верите ли вы в теорию об внеземном происхождении или считаете ее плодом фантазии, пирамиды остаются одним из важнейших чудес, которые когда-либо создавало человечество. Египет – это не только исторические памятники, но и потрясающая природа. В стране находится множество природных парков и заповедников, где можно увидеть уникальные виды флоры и фауны. Одним из самых популярных мест для туристов является Синайский полуостров, где можно не только насладиться прекрасными пляжами, но и отправиться в поход по горам и пустыням. Среди других популярных мест стоит отметить национальный парк Рос-Мохаммед и заповедник Вади-Аль-Хитан и заповедник Гебель-Эльба. Рас-Мохаммед – это национальный парк, расположенный в южной оконечности Синайского полуострова. Он известен своими коралловыми рифами, кристально чистой водой и богатым подводным миром. Здесь можно увидеть десятки видов кораллов, а также экзотических рыб, черепах и даже дельфинов. Это место является настоящим раем для дайверов и любителей подводного плавания. Заповедник Вади-Аль-Хитан, также известный как Долина китов, расположен в западной пустыне Египта и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь были обнаружены останки древних китов, которые обитали в этих местах более 40 миллионов лет назад, когда пустыня была морским дном. Это уникальное место привлекает ученых и туристов со всего мира. Заповедник Гебель-Эльба, расположенный на юге Египта, недалеко от границы с Суданом, является домом для многих редких и эндемических видов животных и растений. Здесь можно встретить диких верблюдов, антилоп, хищных птиц и множество видов рептилий. Заповедник также известен своими грандиозными пейзажами, включая горы, оазисы и пустынные долины. Кроме природных достопримечательностей, Египет также сталкивается с серьезными экологическими проблемами. Одной из самых острых проблем является загрязнение Нила, который является основным источником воды для страны. Загрязнение воды и нехватка очистных сооружений приводят к ухудшению качества воды, что негативно сказывается на здоровье населения и сельском хозяйстве. Власти Египта предпринимают меры по улучшению ситуации, но проблема остается актуальной. Еще одной серьезной проблемой является опустынивание земель, которое усугубляется изменением климата. Пустыни Египта расширяются, угрожая плодородным землям и снижая доступность воды. Для борьбы с этим явлением разрабатываются программы по орошению и восстановлению пустынных территорий, но процесс требует значительных ресурсов и времени. Несмотря на все вызовы, Египет продолжает двигаться вперед и добиваться впечатляющих успехов в различных областях. Одним из таких достижений стало открытие нового Суэцкого канала в 2015 году, который увеличил пропускную способность канала и стал важным источником дохода для страны. Также стоит отметить развитие туризма, который остается одной из ключевых отраслей экономики Египта, несмотря на все трудности. Египет также делает значительные успехи в области науки и технологий. Страна активно развивает свою космическую программу и уже запустила несколько спутников на орбиту. Египетские ученые и инженеры участвуют в международных проектах и вносят значительный вклад в развитие технологий и науки. Тем не менее, Египет сталкивается с серьезными социальными и политическими проблемами. Одной из таких проблем является бедность, которая затрагивает значительную часть населения страны. Несмотря на рост экономики, многие египтяне продолжают жить за чертой бедности и сталкиваются с трудностями в доступе к образованию, здравоохранению и базовым социальным услугам.
Также стоит отметить проблему политической нестабильности, которая сопровождает Египет на протяжении последних десятилетий. Революции, перевороты и протесты стали частью современной истории страны, и хотя ситуация стабилизируется, многие проблемы остаются нерешенными. Однако Египет– это страна с богатой историей и культурой, которая вдохновляет и привлекает людей со всего мира. Здесь жили и творили великие личности, такие как писатель Нагиб Махфуз, первый арабский лауреат Нобелевской премии по литературе, и Кальсум, знаменитая певица, чье творчество стало символом арабской культуры. Египетские ученые, художники и общественные деятели продолжают вносить вклад в мировую культуру и науку, представляя свою страну на международной арене. Завершая наше путешествие по Египту, можно сказать, что это страна, которая не оставит равнодушным никого. Ее богатая история, уникальная культура и величественные памятники впечатляют и вдохновляют. Несмотря на все вызовы и проблемы, Египет продолжает развиваться и сохранять свою уникальную идентичность. Я уверен, что каждый, кто посетит эту удивительную страну, будет поражен ее красотой и величием. Итак, если гипотеза о внеземном происхождении пирамид подтвердится, то привычная нам история человечества окажется лишь фрагментом грандиозной космической головоломки. Древний Египет может быть не просто колыбелью цивилизации, а перекрестком, где пересеклись пути земных и внеземных разумов. Вопрос лишь в том, готовы ли мы принять такую правду и что она значит для нашего будущего. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно узнать больше о Египте. Если вам понравилось наше путешествие, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории о самых удивительных уголках планеты. Также приглашаем вас присоединиться к нашему каналу в Телеграме, ссылка в описании под видео. Там вы найдете много полезной информации для путешественников. Сможете задать вопросы и получить советы от опытных туристов. Спасибо за ваше внимание и до новых встреч!